Здравствуйте, дорогие подписчики канала Голос Анха. С вами Хабиб, и в этом видео я расскажу про соединение Марса и Плутона, которое состоится уже 14 февраля. Данный день будет полон войн и конфликтов. Люди захотят чаще демонстрировать друг другу свое превосходство. Это будет день хвастовства, самовосхваления, необоснованного доминирования и желания подчинить себе окружающих. Это период обострения животных инстинктов и время, когда разум перестает брать верх. Плутон символизирует толпу, массы, власть, силу, насилие и принуждение. Марс, в свою очередь, призывает к немедленным действиям. В случае диссонанса очевидно, что эти энергии приносят много страданий. В этот период происходят глобальные природные или техногенные катастрофы, громкие преступления, распространение опасных инфекционных заболеваний и другие события коллективного или стихийного характера, наводящие ужас на всех людей и свидетельствующие о хрупкости человеческой жизни. В такие времена люди могут невольно становиться участниками фатальных событий, причем степень фатальности определяется личной кармой. И в какой-то момент осознать, что им не на что положиться, кроме собственной воли, и их подхватывает стихия и несет за собой, как волна. В лучшем случае данный аспект дает силу, прилив душевных и физических сил, непоколебимую уверенность в своей правоте, стремление к решительным и немедленным действиям и отсутствие страха. Худший вариант – человек не всегда осознает свою истинную силу в этом соединении, поэтому может стать саморазрушителем, иногда даже не осознавая этого. В этом случае многое зависит от личного характера, потому что при определенных раскладах сил люди и толпы людей могут легко превратиться в мощные смертоносные инструменты, управляемые дьявольскими замыслами и чужими руками. Соединение Марса и Плутона провоцирует проявление серьезных заболеваний, зависимостей, буйных энергий и влияний черной магии. В этот период могут проявиться симптомы опасных воздушно-капельных инфекций и инфекций с высокой температурой. В такие дни, как эта среда, не стоит иметь дело с людьми, обладающими психологическими или гипнотическими способностями. В это время я не рекомендую начинать новые дела и проекты, а также начинать ремонт и реконструкцию. Также не рекомендуется делать инвестиции и проводить различные испытания и эксперименты. А на сегодня это все, и помните, что эта неделя будет нервозной, турбулентной и травмоопасной. Так что не теряйте бдительность и осторожность, берегите в этот период себя и своих близких. До новых встреч!